Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Новая женщина в вашей жизни. Появится ли она? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так. Что же вы за человечек, да, взгляд со стороны, опять же мы самоанализом занимаемся, взгляд со стороны очень-очень полезен. Итак, хочется сразу сказать, впахивайте, вот впахивайте порой до седьмого пота. Вот знаете, хочется иногда сказать, вот остановись, потому что слишком много берешь на себя по жизни. Очень много тянете. Вы такой человек, который не боится, в принципе, работы, но иногда полезно и отдыхать. Я вам скажу, что вот этот ваш навык, да, что ли, навык, да, наверное, правильно, если назвать, навык работать, навык впахивать. Но это было, конечно же, ради вашей женщины, ради вашей любимой дамы, которая осталась далеко позади, но которая так любила деньги. Вот вы как привыкли, знаете, вот как будто тянете вот как вол по воску, по жизни, вот тянете, да, вот как лошадь впахиваете, простите за такое сравнение. Но все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете для кого-то. Это уже не первый раз у нас сигнификация выпадает, но тем не менее, да. Смотрите, хочется еще вам сказать, предупредить, что если вы будете дальше так много впахивать, начнутся проблемы по здоровью. Первые звоночки у вас уже могут быть. У кого-то это спина, у кого-то это ноги, да, у кого-то нервы начинают уже, такое нервно-психическое, моральное состояние. У вас как будто, знаете, вот эмоциональное выгорание, нервное истощение. Может даже проиграться, что вы специально себя грузите работой. Почему? Давайте уточним, почему. Вам так легче, вы отвлекаетесь. Почему отвлекаетесь? Давайте. Кто бы подумал, кто бы сомневался. Смотрите, вы себя специально грузите работой, опять же, некоторые из вас, да, общий расклад, мы не забываем об этом, чтобы вот реально как-то отвлечься от негативных мыслей о прошлом. Вас прошлое каким-то образом вот еще тянет, не отпустило. У кого-то это еще любовь к бывшей, у кого-то просто ностальгия по прошлым счастливым временам, да? Вот вы еще не отпустили, либо же не до конца это отпустили, поэтому, чтобы немножечко подзабыть свою прошлую жизнь, вы грузите себя. Кто-то, может быть, хобби занимается, кто-то работой себя грузит, кто-то еще какие-то житейскими бытовыми делами. Но здесь однозначно проигрывается то, что вы все еще страдаете. Страдаете именно потому, что вас предали. У вас очень четко проигрывается ситуация предательства. Здесь предательство, которое очень болезненное, очень неожиданное было для вас. Причем, возможно, были какие-то звоночки, вы могли даже подозревать, что что-то не так, но вы отгоняли от себя все эти мысли негативные, вы настолько вот сильно любили эту женщину, настолько впахивали, опять же, ради нее, да, вы не хотели верить, как, она же моя единственная, неповторимая, она лучше всех, в таком ключе. Для вас это было, реально как гром среди ясного неба. И именно от этого предательства вы пытаетесь убежать, но вы не можете все еще убежать до сих пор. Это может, кстати, проиграться даже у тех, кто, давненько уже разошелся. В чем это может проигрываться у тех, кто давно разошелся? Опять же, страх предательства. Вот страх разбитого сердца, да, страх того, что опять вам сделают больно. И опять же отсюда вытекает, что могут проигрываться проблемы с женщинами, с новыми отношениями. Какие именно проблемы? Пытаюсь сейчас рассказать разные варианты, потому что общий расклад, смотрите, у кого-то могут завязываться отношения, но очень быстро они заканчиваются, потому что
вы понимаете, что не ёкает, да, не хочется с женщиной в постель ложиться, да, но опять же у каждого по-разному, вы понимаете, что да, вроде бы она и неплохая новая женщина, но как-то что-то не то. У каждого это по-своему проиграется, но что-то не то, да? Вот я не пойму, что, но меня к ней не тянет, вот меня не ёкает, да, вот нет того состояния влюбленности, когда ты не спишь ночами, когда ты спешишь навстречу, когда тебе хочется те же смски писать, да, те смайлики слать, как в 17 лет. Нет этого драйва какого-то. Далее могут проигрываться романы. Опять же, романы, но они будут у некоторых из вас, потому что, ну, в основном большинство из вас не приемлет. Вы не сторонники романов. Но все-таки есть и такие среди вас, поскольку это общий расклад. Те, кто заводит из вас романы, опять же, это от безвыходности, от какого-то вот одиночества внутреннего, да. Это какая-то своего рода вроде бы и развлекаловка, но эта развлекаловка вас не радует. Это как, ну реально, служба спасения 911, да, вот девочка по вызову, назовем ее так. Но эта девочка не радует. Это чисто механический процесс. Это без души, без каких-то стараний, да, вот даже в интиме. Это все не то. Напишите, у кого как резонирует. Очень интересно почитать, у кого что проиграется. Личные отношения, опять же, еще раз говорю, да, вы пытаетесь, кто-то знакомится там по интернету, в жизни, вы можете флиртовать, но опять же, нет такой внутренней открытости к новым отношениям. То есть умом вроде бы я понимаю, что нужны отношения, плохо одному. Хочется вроде бы женщину, да, новую, наконец-то. Опять же, может еще проиграться ситуация, что вы думаете, вот когда я начну новые отношения, я забуду бывшую. Такое тоже может проиграться. Но опять же, из-за вашей закрытости внутренней, но это все не то. Вы не можете начать новые отношения, либо же они очень и очень такие краткосрочные. Это проблема, это реально проблема. Давайте-ка теперь разбираться, что же будет все-таки дальше. Будет ли у вас новая женщина? И какая же она будет? Итак, что будет дальше в вашей личной жизни? Да, есть некие мечты, но есть страх. Страх однозначный. В вашей жизни будет новый судьбоносный шанс. Это реально будет какая-то такая ситуация, ну реально как шанс. Это будет не в ближайшее время, чуть попозже. Понятное дело, что у каждого проиграется по-своему. Это будет такое знакомство, которое вы поначалу даже не будете рассматривать, что это, ну, будущая ваша женщина, допустим, да. Это будет очень так как-то спонтанно, да, какая-то такая чепуховая даже ситуация, но она будет довольно судьбоносная. Реально вот шанс ваш к новой жизни. Эта женщина будет немножко моложе вас. Она будет, ну, такая, знаете, я скорее назову ее медлительной, да. Она не такая, как вот шила в одном месте в 20 лет, да, живчик такая вся из себя. Она степенная, она рассудительная, она очень такая, знаете, скорее домашняя. Она не ориентирована на деньги, пусть вас это не пугает. Я бы, знаете, вот даже скорее ее назвала такая, ну, простенькая. Вот среднестатистическая женщина. Она не королева красоты, да, обычная средняя женщина. Но опять же, это будет ситуация, когда, ну, я не знаю, ну, я сейчас так на ходу утрирую, чтобы вы просто поняли, с чем это связано. Это может быть вы с кем-то просто в очереди разговоритесь, да, и вот оно так пойдет, поедет. У кого-то, может быть, вы будете ехать в автобусе, и соседка по сиденью, да, вот тоже начнется разговор. То есть какая-то такая элементарная чепуховая ситуация, вот как, ну, вашего знакомства. Но это будет довольно такой, ну, шанс, реально шанс на улучшение вашей личной жизни, шанс на новые отношения.
И с этой женщиной, вот я не скажу, что будут прям, ну, такие искры летать. Я не скажу, что вы влюбитесь с первого взгляда. Вот стрела Амура здесь не пронзит сразу однозначно. Это сначала могут быть какие-то дружеские такие, знаете, вот вы познакомитесь, да, вы, возможно, там обменяетесь телефонами, да, вот это будут дружеско-приятельские отношения, потому что вы почувствуете, что вот вам приятно общаться с человеком. Почему вы, может быть, даже и возьмете телефон у нее? Потому что, ну, вот это общение как будто с родным и близким человеком. Но это еще не стрела Амура, это еще не то. Стрела Амура у вас будет чуть попозже, когда вы будете с ней больше общаться, чаще общаться. У вас будут периоды сомнений, периоды каких-то таких, знаете, вот, ну, тупиковых, что ли, мыслей. Стоит ли с ней начинать отношения, не стоит. Потому что, опять же, куча страхов, куча комплексов. Чтобы, не дай бог, не повторилась ситуация, как с прежней женщиной. Плюс еще может у некоторых добавиться страх за свою мужскую силу. Ну, за тех самых ваших любимых пресловутых бобиков, да? Кто смотрит мой канал, знает, о чем я говорю. Потому что, смотрите, у вас еще такая ситуация может быть, что особенно у тех, кто, ну, давно не выгуливал своих бобиков, да, вы понимаете, о чем я говорю, у кого бобики уже все сидят на голодном пайке, может быть, месяцами, годами, не кормленные, не гуляные, да, у вас есть из-за этого внутренний страх. А вдруг бобик не захочет лаять, бежать туда, к новой хозяйке, да? А вдруг бобик подведет, а вдруг еще что-то, а вдруг он не захочет побежать, а так и останется лежать, елки-палки, да? Я сейчас говорю шутку, но кто меня смотрит, знает, о чем я говорю, да? Поэтому пусть вас это никак не настораживает, потому что с вашим бобиком все нормально, поверьте мне. Это просто временное воздержание у вас было, но с этой женщиной очень постепенно, да, не с первого свидания, да, может быть, даже не со второго, не с третьего, но вы начнете, естественно, сближаться. И бобик ваш залает, и запрыгает, и хвостиком завиляет, и все у вас будет. Просто вот этот момент, когда вы переживаете, я понимаю ваши вот мужские переживания, да, когда длительное воздержание, вы думаете, а вдруг реально, ну, подведет ваш дружочек, ваш подведет. В вашем случае этого не случится. И опять же, я вам скажу еще, ну, такой чисто психологический момент, что когда попадается, вот встречается новая женщина, она должна, в принципе, как нормальная женщина, относиться с пониманием, да, даже если какой-то в этом деле форс-мажор, даже если что-то поначалу пошло не так. Ну, в принципе, когда люди сближаются, да, вы каким-то образом в разговоре даете понять, да, что у вас, допустим, давно не было женщины и так далее. То есть она вашу ситуацию знает. И любая нормальная, адекватная женщина, она с пониманием отнесется. Знаете, вспомнила сейчас ситуацию, немножко так отвлеку, развлеку вас. Опять же, житейская. Одна знакомая моя рассказывала про свою еще одну знакомую. Говорит, встретилась с мужчиной, а у мужчины умерла жена, там, ну, такой порядочный тоже мужчина был, длительное воздержание было. И вот у них дошло первый раз до близости, да, ну, то есть, как же вам сказать так деликатно, ну, не успев начаться, все очень быстро закончилось. Ну, вот после длительного воздержания, да, вы все взрослые мальчики, понимаете, о чем я говорю. То есть, это так, раз-два и все. И она ему, глупая женщина, говорит, это что, и все? У него, конечно, шок, у него стресс, у него потом длительное время не было еще женщин, потому что вот его опустили, да? Ну, как это сказать мужчине, это что, и все? То есть она должна была понимать, если у него не было давно женщины, ну да, естественно, это природа, это физиология, что это все быстро закончилось. Ну так, елки-палки, ты как умная женщина. За вторым разом ты заметишь, что это будет уже
намного дольше, ну правда ведь? То есть такие вот глупышки. Я к чему сейчас эту историю рассказала, немножко, чтобы так и отвлечь вас и объяснить, о чем я говорю. Эта женщина будет относиться с пониманием. Вы можете даже не переживать. Эта женщина не будет говорить, и что, и все, а где твой Бобик, а почему он не лает. Это нормальное, адекватное. Я вам скажу, что эта женщина в своей жизни пережила очень такие непростые ситуации, когда, ну, здесь скорее идет обида от мужчин тоже. Она на себе испытала, что такое унижение, что такое оскорбление, конфликты. Она в свое время этого наелась. Хоть она и моложе вас немножко, но настолько, знаете, вот человек понимающий, человек, который вот относится с пониманием, рассудительный, она как друг настоящий, понимаете? Она в первую очередь сначала вам станет другом, а потом уже она превратится в вашу любимую женщину, только так. И может быть даже вот в вашей ситуации так к лучшему, потому что вы будете понимать, что вы с ней уже много чего прошли, вы много чего испытали, да, вот пока даже встречались. Вы все равно вы будете прощупывать друг друга. Вы будете очень осторожно входить в эти отношения. Поэтому, знаете, эта женщина, она будет постепенно становиться вашей любимой женщиной, она будет и надежным другом, и любовницей, и любимой женщиной. И у вас есть вероятность, что вы даже вместе будете, ну, либо гражданским браком жить, либо захотите, можете даже жениться. Чего некоторые из вас так боятся или опасаются. Но здесь абсолютно нечего опасаться, потому что женщина понимающая, женщина надежная. Еще раз вам говорю, да, вот чтобы достучаться до вас, чтобы немножко развеять вот ваши страхи, комплексы. Хотя я понимаю, что так легко это все не развеется. Но тем не менее, дерзайте, дерзайте, новая женщина уже вас ждет. Осталось совсем немножечко подождать. Как всегда, настрой на позитив, не вешать нос горды Марины, и все будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!